Ты выходишь, все работает, всего лишь 10 секунд задержка. Вот. А если пощелкать? Отлично. Вот. В общем-то, я уже тоже сделал спойлер, что я этот доклад читал в Гомеле. Пришло где-то раз в 10 меньше людей, чем тут сейчас. Из них 5 было моих друзей. Вот. И я их попросил, естественно, быть активными. И, в общем-то, всем доклад понравился. Вот. Надеюсь, что он понравится и вам. И в конце концов вы должны вот этот доклад fast Mongo, slow Mongo или it depends. Вот. Я надеюсь, что ваше мнение про этот вопрос поменяется потом. Вот. Ну, либо оно как бы станет более обоснованным. Давайте поднимите, пожалуйста, руки те, кто работал с Mongo на продакшене, либо думает, что он, в общем-то, уверенный пользователь Mongo. Поднимите, пожалуйста, руки. Хорошо, раз, два, три. 3 человека. Хорошо, я думаю, сегодня я тогда вопросы буду попроще задавать, либо стараться как-то более понятно объяснять. А кто работал с микросервисами, с распределенными системами в любом виде? Поднимите, пожалуйста, руки. Вот, уже получше. То есть мы с вами будем говорить на одном языке, в общем-то. Пару слов про меня. Кто вот перед вами уже стоит 10 минут, пытается на второй слайд перейти. Мы наконец-то на нем. Вот. В общем-то, зовут меня Кнышев Игорь, я senior software engineer в EPAM. Интересуюсь распределенными системами конкуренции и базами данных. В общем-то, про все эти 3 темы мы сегодня так или иначе поговорим и затронем. Тоже я уже сделал маленький спойлер, что я этот доклад читал в Гомеле. Вот. И сам я из Гомеля. И месяца 4 назад, в общем-то, перебрался в Минск, поэтому, в общем-то, сюда пока я по Google картам еще только шел. В общем-то, тот доклад, про который я сегодня вам буду рассказывать, это наш опыт по адаптированию MongoDB на одной из, в общем-то, лидирующих библиотек, провайдера библиотечных данных в Америке. То есть мы там терабайты данных гоняли и, в общем-то, задействовали в этом во всем Mongo. Вот. Но месяца 3 назад, в общем-то, я покинул этот проект. Сейчас я разрабатываю казино. Родители мои про это не знают. Они думают, что еще до сих пор как бы все хорошо, работаю в библиотеке и бабушка. Как этот доклад будет развиваться? Первые минут где-то 45 мы поговорим про, что такое change-стримы, что такое Mongo. Я объясню тем, кто особо не знает, что это. Потом, надеюсь, подвезут пиццу. Обещали. Я думаю, много людей из этого сюда пришли. И посмотрим, что же такое change-стримы и что такое MongoDB на практике. Вот. И послушаю ваши вопросы. Давайте начинать. Следующий слайд, в общем-то, он будет, наверное, самое главное, поэтому если вы уделите ему 5 минут, то будет хорошо, потому что в противном случае, в общем-то, будет все как в университете, когда вы пропускаете 5 минут, и, в общем-то, следующий семестр вы непонятно, что делаете там. Поэтому давайте. В общем-то, MongoDB — это это документно-ориентированная база данных. То есть, когда мы все наши сущности там храним в виде документов. То есть у нас нет никакой структуры. Мы можем любое количество полей, 100, 200, 300, хранить в одном документе. У нас могут быть вложенные документы. И в одной коллекции, в общем-то, могут быть разные документы с разными полями. MongoDB это не запрещает. То есть это такая просто мусорка, куда мы кидаем документы, получаем документы, и все как бы работать должно быстро. Вот. И MongoDB — это распределенная система. Вот, она может быть распределенной системой. И она состоит из нескольких типов машин. В первую очередь это роутер. Это вот этот самый вот красный прямоугольничек. То есть роутер не хранит в себе никакие данные, он только перенаправляет запросы. То есть это специальная машина, на которую попадают запросы, на чтение, на запись, и потом запрос перенаправляется на дата-ноды. То есть роутер не хранит данные, он только их перенаправляет. Вот. И, соответственно, вот эти вот зеленые, белые прямоугольнички — это уже так называемые дата-ноды. То есть сначала попадает на роутер, потом на дата-ноду, и на дата-нодах уже документы хранятся. И они бывают двух типов — primary и secondary. Primary дата-ноды — это, как вы видите, вот эти зеленые прямоугольнички, а белые прямоугольнички — это secondary. Сначала документ попадает на один из primary, а потом асинхронно реплицируется на secondary. То есть мы сначала выбираем, на какой из 3 primary он попадет, в данном случае, как вы видите,
и потом он асинхронно реплицируется на 2 secondary. И в итоге у нас будет, грубо говоря, 3 набора машин с одинаковыми данными, в котором есть primary и 2 secondary в данном случае. И вот это вот набор машин с одинаковыми данными, он называется shard. Есть какие-то вопросы по этому? Хорошо. Давайте тогда, в общем-то, не будем от этого отходить никуда и попробуем поднять вот именно такой же Mongo кластер, как тут нарисован. То есть у нас 9 машин, 3 шарда, в каждом шарде 1 primary, 2 secondary и роутер есть. Вот. В общем-то, есть такой сервис, который называется MongoDB Atlas. Вот. И мы можем потратить энное количество долларов и, в общем, поднять любой кластер. Ага, вот он. Вот вы можете посмотреть, что потратили мы уже $23 в этом месяце. Вот. Мы, в общем-то, на своем проекте мы поднимали все это бесплатно. Ну, то есть при помощи скриптов, только платили за машины. Тут можно все сделать, это буквально 2 клика. Вот, то есть готов платить деньги. Мы можем, в общем-то, выбрать один из клауд-провайдеров, на котором наши все машины будут храниться. В общем-то, неважно какой это, пускай будет Amazon. Выбрать тип инстанса, ну, точнее, не тип инстанса, а в каком регионе они будут храниться. Вот. И мы можем выбрать тип кластера. Вот. То есть тип кластера можно подразумевать, как, ну, точнее, что это такое вообще? Это, грубо говоря, количество ЦПУ, количество памяти, количество, там, не знаю, нетворкинга, который у нас, нам позволен. И, в общем-то, можно воспринимать это вот просто как эти параметры. Соответственно, я выберу M30. Это нужен минимальный тип кластера для того, чтобы билдить шардированный деплоймент. То есть у нас будет 3 шарда. Вот. То есть вы видите, тут 8 гигабайт памяти, 40 гигабайт места, у нас 2 ЦПУ, и вот столько-то долларов мы платим. Так, хорошо. В общем, сейчас уже есть Mongo 4.2, мы будем на 4.0 все это деплоить. Она буквально пару недель назад вышла 4.2. В сути, дело это не меняет. Бэкапы нам не нужны, шарды нам нужны. В общем-то, 3 шарда. То есть будет 3 шарда, 1 primary, 2 secondary, 9 машин всего и еще роутер. Вот. И мы можем, в общем-то, за 2.36 в час все вот это удовольствие получить. Все, значит, пошел билд кластера. А мы пошли дальше. Так. В MongoDB есть такая системная коллекция, которая называется oplog. Эта коллекция есть на каждой из нод, которая хранит в себе данные. То есть как только у нас роутер перенаправляет документ на запись на один из шардов, документ сначала попадает в саму коллекцию, куда нужно попасть этому документу. И потом у нас есть системная коллекция, которая называется oplog, которая тоже подхватит в себе все изменения. То есть это такая коллекция, которая, грубо говоря, показывает, какие изменения состояния у нас происходят на машине. То есть вот у нас грубо говоря, 3 шарда, в каждой по 3 primary. На 3 primary будет везде по оплогу. На каждом оплоге будут уникальные данные. И secondary у secondary будет такие же оплоги, как у primary, потому что там такие же данные хранятся. Вот. То есть, когда мы говорим про дата-стриминг в Mongo, мы так или иначе подразумеваем взаимодействие вот с этими вот оплог-коллекциями. Вот. Пару слов про оплог. Это, в общем-то, да, системная коллекция. Важно знать то, что она фиксированного размера. То есть она работает по принципу очереди. Мы максимум там можем хранить 50 гигабайт данных. Соответственно, если у нас 40 гигабайт данных записалось, значит там будет 40. Если мы записали 60, то только последние 50 гигабайт данных там будут храниться. То есть там, грубо говоря, first input, first output. Как только мы 50 гигабайт записали, самый старый документ будет затираться. Вот. Там хранятся все записи, все апдейты, все инсерты и определенные системные действия, которые MongoDB делает сама.
Вот. То есть, например, у нас документы между шардами могут ходить, с одного шарда он удаляется, на второй записывается. Мы на этот процесс никак не влияем, но при этом в оплоге они тоже будут. Вот. И, в общем-то, именно при помощи оплога документы из primary попадают на secondary. То есть все, что есть в primary, документы реплицируются, и вот в итоге у нас есть один шард, в котором данные абсолютно все одинаковые. Вот. Выглядит сложно слайд. И, наверное, это такой самый сложный слайд. Если, в общем-то, вы его поймете, то дальше все должно быть понятно. Когда мы говорим про датастриминг Mongo, мы говорим про оплог коллекцию, и до Mongo 3.6, сейчас у нас поднимается Mongo 4.0, для того, чтобы получить датастриминг, то есть, грубо говоря, уникальный набор данных, который показывает нам изменение состояния в кластере. У нас есть 100 приложений, которые пишут в кластер. Датастриминг будет показывать, что, грубо говоря, как изменяется данные в нашем кластере. Появился один новый документ, значит, датастриминг говорит, ага, у тебя появился новый документ. Удалили документ, датастриминг говорит, удалили документ. Вот. И когда мы говорили про датастриминг, до Mongo 3.6 мы подразумевали тейлинг оплога. То есть, грубо говоря, каждую секунду нам нужно было отправлять запрос в каждый оплог и говорить, ага, есть ли у нас какие-то новые документы там или нету. Соответственно, если есть, мы говорим, передаем этот документ датастриминг. Если нету, то ждем, и так, например, каждую секунду, каждую там десятую секунду мы делаем этот запрос. Вот. Соответственно, сразу вопрос в зал. Я, наверное, не то, что ожидаю на него ответа, вот, но я буду делать подсказки, если что. Какие вообще оплоги, какие машины нужно кверить для того, чтобы получить датастриминг со всего кластера? Вот. Кстати, самому активному, я думаю, вторая бутылочка достанется. Как бы первая досталась такой относительно легкой кровью, а вторую нужно заслужить. Вот. Поэтому вопрос. Чтобы получить датастриминг в Mongo, то есть уникальные изменения состояния в кластере, какие оплоги нужно кверить? То есть оплог А, Б, С, да? Да, все правильно, да. То есть у меня, грубо говоря, оплог А, это значит, вот он даже зеленого цвета, то, что это оплог primary на первом шарде, оплог Б это оплог у второго шарда, оплог С у третьего шарда. Все правильно, абсолютно верно. Казалось бы, но не все так просто. Представим, что вот, например, документ С в оплоге А, он сначала попадает на primary shard, и начинает асинхронно реплицироваться. И, в общем-то, поскольку это распределенная система, то у нас бывает, в любой момент могут произойти сложности с нетворкингом, с памятью, там, out of memory, все, что хотим. И представьте, что оплог А падает, то есть падает нода. Как бы документ С успел записаться, но на оплоге А1 и А2 этого документа нету. Что делаем тогда? Какие варианты у нас? Читать все оплоги, абсолютно правильно. Поэтому в данном случае, для того, чтобы получать дата-стриминг, мы должны читать не только оплог А, Б и С, но все 9 оплогов. То есть как только у нас документ попал и на оплог А, и на оплог А1, и на оплог А2, мы можем передавать его в дата-стриминг. Вот. И, соответственно, нам нужно кверить 9 оплогов, фильтровать системные ивенты вот эти вот. Это у нас происходит в отдельном приложении. То есть у нас есть Mongo, есть отдельное приложение, в котором происходит вот этот кверинг. И до Mongo 3.6 это, в общем-то, было, получить дата-стриминг было довольно нетривиальной задачей. Вот. Но начиная с Mongo 3.6, в общем-то, появилась такая штука, как change-стримы. Все то, что я вам рассказывал, я мог не рассказывать, и мы можем написать одну строчку, client.watch, все работает. Все. Доклад можно как бы заканчивать, но не все так просто. Если мы хотим слушать с точки зрения кластера изменения, мы можем нажать client.watch. То есть клиент — это соединение с нашим кластером, жмем watch, получаем курсор. Мы можем делать это на уровне базы данных и на уровне коллекции то же самое. И, в общем-то, у нас получается курсор, по которому мы можем итерироваться, и как только у нас получается доступный документ новый, то есть мы записываем документ в кластер, next курсор нам предоставляет следующий документ, и мы можем делать с этим документом все, что хотим. То есть это такой определенный change-stream, это такой курсор, который показывает изменения нужных нам данных. Вот.
То есть мы можем вставлять, апдейтить, реплейсить, делитать документы, и ChangeStream курсор будет все вот это вот слушать. И если мы будем там удалять коллекции, на уровне которых открыт этот курсор, то к нам будет приходить инвалидация, то есть курсор будет, ну, грубо говоря, ломаться. Вот. И нам нужно его будет создать заново. Если с такой, как сказать, с архитектурной точки зрения на все это смотреть, то, в общем-то, выглядит вот так вот. У нас есть приложение, у нас есть кластер по центру, и у нас есть ChangeStream приложения. Приложения, которые совершают запись, ну, они, в общем-то, делают эту запись в Mongo. И у нас есть приложение, в которое эти все изменения будут попадать. То есть мы должны задеплоить кластер, задеплоить приложение, которое слушает кластер. И у нас происходит такой синк. Как только становится доступен документ в кластере, он доступен в ChangeStream. В общем-то, нужно сейчас будет подключить фантазию, представить, что вот этот вот желтый кружочек, который, надеюсь, сейчас вылетит, это, в общем-то, запись. Вот. Она сначала попадает в Mongo кластер, а потом она попадает в ChangeStream приложение. Вот. Я, честно говоря, не завидую вам, потому что у меня все очень ровно двигается, а когда я сюда смотрю, мне очень больно. Вот. Но представьте хотя бы в голове, что это все двигается плавно. Вот. То, что тут не 3 кадра в секунду. Вот. Давайте посмотрим, попробуем воссоздать всю вот эту вот картину, которую мы только что сделали. Так. У нас, сейчас вам тоже будет все это доступно, у нас, в общем-то, поднялся кластер, к которому мы можем подключиться. Давайте попробуем это сделать. В общем-то, есть такая штука, как Mongo Shell, при помощи которой мы можем любые действия выполнять. Так, надеюсь, видно вам хорошо. Угу. Exit. Угу. Так. Угу. Все, то есть мы можем коннектнуться к этому кластеру. То есть то, что сейчас будет происходить, мы коннектнимся к роутеру, к MongoS, то есть это второе его название, и попробуем, в общем-то, совершить запись. Так. Не прошло и 10 секунд. То есть у меня тоже интернет не самый быстрый, как вы видите. В общем, пока мы коннектимся, мы можем посмотреть, что такое change стримы с точки зрения кода. Давайте это сделаем. В общем-то, все, что нам нужно теперь делать, это с точки зрения нашего приложения жать .watch, передавать определенные флаги, и, в общем-то, мы сможем получить этот ChangeStream курсор. И потом мы можем итерироваться по этому курсору в while цикле, получать следующий документ, и, в общем-то, делать любые трансформации, которые мы хотим. То есть мы можем извлекать части документа, мы можем сохранять части документа. Как только вот операция next, как только документ станет доступен, это операция блокирующая, и, соответственно, мы получим следующий документ. Вот. Есть и не блокирующие операции, где, например, мы можем ждать, если нет нового документа, то мы идем дальше крутиться в цикле. Вот. Давайте попробуем запустить ChangeStream приложение.
То есть у меня, в общем-то, есть Java процесс уже, то есть Jarka, который мы можем запустить, и получится Java процесс, который, в общем-то, будет слушать наш кластер. То есть мы сейчас поднимаем именно правую часть вот этого самого приложения. Вот. А на другой машине у нас есть уже соединение к Mongoose. То есть мы можем записать документ, приложение ChangeStream уже понято, и мы должны получить новые документы. Так, show DBs. В общем-то, есть две системные коллекции. Сейчас вы это тоже все увидите. И все, что нам нужно, это создать новую базу данных. Documents. Создать новую коллекцию. Вставить документ. В общем-то, Mongo в себя принимает JSON. То есть мы можем ставить любой JSON с любыми полями. Время у нас 19:33. Так, выглядит правильно. И, в общем-то, вставить документ. И у нас есть... Ага. Так, что у нас тут произошло? Ага, 30 секунд пытается коннектнуться. Хорошо. Давайте попробуем еще раз. Интернет. За 30 секунд мы не можем к кластеру коннектнуться. Очень интересно. Так. Хорошо. То есть мы получили соединение с кластером. И давайте попробуем еще раз записать документ. 19:33. Документ ставился. Хорошо. Давайте посмотрим, записался ли он. Да, то есть то, что тут происходит, в общем-то, запись документа на диск. Как выглядит ChangeStream, который мы получаем. ChangeStream документ, сейчас вы увидите. В общем-то, у нас, мы получаем все вот эти поля, которые нам нужны. У нас есть время, у нас есть база данных, у нас есть коллекция, которую мы получаем, и тип операции. В общем-то, все, что нам нужно. Про остальные поля мы чуть позже поговорим. То есть, если попытаться это все ускорить, сделать быстрый интернет, то должно работать быстро все. Вот. Давайте дальше. MongoDB нам предлагает, грубо говоря, некоторые гарантии, что такое change-стримы и какие у нас есть гарантии. В первую очередь, оно нам говорит то, что данные, которые вы получаете, они надежные. То есть вот той самой проблемой с документом C ее не должно быть. То есть нам не нужно кверить 3 оплога на шарде, а все это происходит автоматически. То есть в датастриминг будут попадать только надежные документы. Вот. Что еще раз? Что ты имеешь в виду под дедупликацией? Нет, то есть там дедупликации никакой не будет происходить. Нам именно, да, сначала документ попадет с шарда на роутер назад, то есть сначала роутер перенаправит, потом с шарда он попадет назад на роутер, но это не дедупликация, то есть мы просто шард нам вернет один документ с primary. Вот. У нас будет определенный acknowledgement, давайте сейчас я покажу, как это выглядит. Вот. Коллеги, большая просьба, если у вас есть вопрос, пожалуйста, поднимите руку, я дам вам микрофон, чтобы было слышно людям на записи. Я слышал, да. Давай, повтори, пожалуйста, еще раз. Вопрос такой, MongoDB сколько будет? 9 соединений устанавливать или 3? То есть сначала у нас постоянного коннекшена не будет. Как только документы попадают То есть, во-первых, нам нужен курсор. Как только мы открываем курсор, теперь не только шарды должны знать про документы, но и MongoS должен знать про документы.
Вот. На следующем слайде я это чуть поподробнее объясню. И у нас, грубо говоря, да, создастся 9 соединений, и как только документ попадет и на primary, и на secondary, вот давайте сейчас я покажу. То есть у нас это вид, грубо говоря, с точки зрения одного шарда. Сначала документ попадает на primary, вот. Мы, в общем-то, получаем acknowledgement. Потом документ попадает на secondary. Он очень медленно. В Mongo это должно происходить быстрее. Вот. И, в общем-то, давайте я вам буду рассказывать, а вы будете в голове дорисовывать, как он летит. Сначала он попадает на primary, потом он попадает на secondary, и только потом он попадает в collection.watch. То есть есть правило так называемого majority, то есть документ должен попасть на большинство из нод. В данном случае у нас есть 3 ноды, документ должен попасть на 2 ноды. И только после того, как он попал на 2 ноды, на большинство нод, мы, в общем-то, документ, ну, то есть операция .next отвисает, и он попадает в change стримы. Вот. Именно большинство. Я уже вижу вопросы, а зачем еще нужно? То есть зачем нужна еще одна нода тогда? Документ на эту ноду попадет потом. Вот. И это нужно для того, чтобы мы смогли пережить, в общем-то, падение одной из нод. То есть если произойдет падение одной из нод, ну, то есть change стримы будут работать, все будет в порядке. При этом, если произойдет падение 2 нод, то мы не сможем записать документ на большинство из нод, и, в общем-то, change стримы будут ждать, пока появится большинство нод. Поправьте меня, если я не прав, но то, что вы объясняете, это как раз-таки получается MongoS устанавливает один connection с каждым шардом. То есть получается 3 коннекшена всего, а не 9. То есть он не слушает uplog, он не слушает majority, за этим следит шард непосредственно, и шард уже отправляет, это как Нет, на ну, схеме нарисовано. Просто что ты имеешь в виду под шардом? Шард — это 3 машины. То есть 3 машины, да, 3 ноды. Совершенно 3 верно. ноды, да. И получается, есть соединение с primary, есть соединение с secondary, есть соединение с secondary, и есть 3 оплога, и на каждом оплоге есть такой, грубо говоря, значок, как majority. Как только документ попал на большинство из нод, следующий документ ну, как бы объявляется majority. MongoS говорит, что ага, этот документ в majority. Вот. И только тогда мы можем, грубо говоря, передавать этот документ в дата-стриминг дальше. То есть MongoS будет слушать все 3 оплога. На 2 оплогах как минимум появится запись, что документ вставлен с этим флагом majority. Значит, с 2 оплогов попадет скажем так, этот лог попадает на MongoS, и MongoS делает дедупликацию, то, про что говорил мой коллега. Нет, дедупликации не происходит. То есть шард, грубо говоря, мы слушаем все 9 оплогов, да, все 9 оплогов, но с точки зрения одного шарда, ну, то есть мы сами можем решить, где majority. Вот. И потом мы отправляем MongoS эти данные, вот, и MongoS передает эти данные в дата-стриминг. Вот. Соответственно, то есть мы получаем надежные данные. Если нам нужно из 5 машин слушать, то majority будет 3 ноды. Соответственно, мы можем пережить только падение, с точки зрения 3 машин мы можем пережить падение одной машины, с точки зрения 5, если бы у нас было в шарде 5 машин, то мы бы могли пережить падение 2 машин. Вот. Поэтому, а с точки зрения 4 машин, то есть majority это 3, мы бы смогли пережить только падение одной машины. Поэтому в Mongo, в общем-то, есть внегласное правило деплоить несчетное количество нод на шард. Вот. То есть мы в 3 машинах можем пережить падение одной машины, и в 4 мы можем пережить падение одной машины до получения majority. Вот. Поэтому есть, в общем-то, негласное правило деплоить несчетное количество нод. Change стримы гарантируют порядок данных, то есть в каком порядке документы попадают, в таком порядке MongoS и отдает эти документы. Вот. То есть сначала, в общем-то, документы попадают на каждую из нод. С точки зрения одной ноды мы, в общем-то, можем легко понять, в каком порядке эти документы попали на машину. То есть мы можем просто сравнивать физическое время на этой машине, вот, настенное время, и делать выводы из этого.
Соответственно, если время одинаково, то у нас есть какой-то внутренний каунтер, который нам говорит, что один документ пришел до второго. Вот. И именно в этом порядке change стримы и будут получать эти документы. Но есть проблема, как упорядочить документы между шардами. Вот. То есть для этого физическое время не годится. Условно говоря, если на двух машинах, если сейчас у нас там 7:40 и на двух машинах сейчас по 7:40, то через 5 минут на двух машинах не обязательно будет 7:45. Может быть 7:44, 7:46. То есть время на разных машинах может течь по-разному. Вот. Это, в общем-то, условно говоря, с точки зрения машины, секунда — это 1000 тиков плюс-минус там 10 тиков погрешности. И поэтому мы не можем сравнить физическое время. В общем-то, MongoDB при этом может видеть порядок. Это достигается за счет того, что у нас есть такое понятие, как логическое время. Вот. То есть MongoDB видит порядок, и каждая операция, которая происходит на кластере, у нас, в общем-то, есть общий счетчик, который получается за счет того, что есть реальное время, то есть там 7:40, и есть какой-то инкремент, который происходит, с точки зрения которого, в общем-то, MongoDB видит все изменения на кластере. Вот. И мы объединяем эти два числа и получаем уникальный каунтер. Вот. То есть у нас либо секунды текут, либо если 1 секунда, то происходит внутренний счетчик, который, в общем-то, инкременты. И мы можем сравнивать это число и получать порядок. Вот. То есть с точки зрения 1 секунды время может, грубо говоря, стоять на месте, либо ускоряться в зависимости от того, приходят к нам операции или нет. Вот. Если, в общем-то, вы хотите почитать, как это выглядит, можете почитать про логическое время в распределенных системах. Вот. Именно по такому принципу тут все и устроено в Mongo. Только еще есть и связь с реальным временем. Вот. Change стримы позволяют, как только наше приложение падает, change stream приложения может упасть в любой момент, мы можем получить документы, то есть те изменения состояния, которые произошли в кластере, пока наше приложение лежало. Да? То есть происходит запись документов, пока change стримы лежат, поднимаются change стримы, и мы можем получить, в общем-то, все вот эти самые записи, которые произошли, пока лежал наш change стримы. То есть, грубо говоря, у нас в оплоге есть точка, с которой мы продолжаем. То есть мы, если эту точку сохраним, то, создавая курсор в следующий раз, мы можем указать, давайте создадим курсор именно с этой точки в истории. И потом, в общем-то, мы будем получать документы именно из той точки в оплоге. Вот. Соответственно, как это выглядит? Вот при помощи 3 строчек кода можно сделать. В общем-то, в ChangeStream документе мы можем получить поле ID, получить тот самый resume токен, создать из него курсор и получить документы. То есть, грубо говоря, перед тем, как наш ChangeStream упадут, мы должны сохранить этот самый resume токен где-то. И в следующий раз, когда мы поднимемся, мы будем продолжать из определенной точки в оплоге, из которой мы упали. То есть мы не должны не пропустить ни одного документа. Пожалуйста. Такой вопрос. А если у нас несколько документов с одной и той же ID-шкой, то есть мы несколько инсертов сделали, ну или фактически первый инсерт, второй апдейт получится? ID, ты имеешь в виду то, что Mongo ID? Ну да. Это не Mongo ID. То есть, да, это такое популярное заблуждение, то, что в ChangeStream документе ID поле — это не тот ID-шник, автогенерированный ID-шник. Это ID-шник, грубо говоря, специальный ID-шник из оплога, который показывает, в какой точке из истории мы будем продолжать. То есть это какой-то ID-шник операции получается, да? Это, да. У каждой операции, в общем-то, в оплоге будет свой уникальный ID-шник, причем который мы можем сравнивать. Вот. И мы, в общем-то, вернемся в оплог на эту точку. Окей, а если этой точки в оплоге уже нету? Да, ну это понятно. Это, в общем-то, любой вот такой operation log, не только Mongo хранит в себе operation log, там Kafka, Elasticsearch, в общем, тоже у них есть operation log. И если мы не храним, то есть, условно говоря, пока наши ChangeStream лежали, мы записали больше, чем 50 гигабайт. И да, это проблема.
То есть мы, грубо говоря, налагаем определенные ограничения на даунтайм нашего ChangeStream приложения в зависимости от скорости, с которой мы записываем. То есть если мы записываем, условно говоря, по гигабайту в секунду, то у нас есть только 50 секунд, пока наше ChangeStream приложение может лежать. Если скорость медленная, то мы долго можем лежать. И, соответственно, если мы попытаемся поднять из точки истории, которой нету, то извините. Ну, это, наверное, настраивается как-то либо в начало стрима, либо в конец. Да, то есть ты можешь потом создать курсор без resume токена, например, можешь остановить записи и создать, попробовать вычитать документы из самой старой точки оплога, но при этом ты уже некоторые документы потеряешь все равно. Окей, спасибо. Вот. Есть первый способ, а есть способ номер 2. В общем-то, можно делать это при помощи вот этого самого кластерного времени. То есть мы можем получить кластерное время, создать курсор при помощи кластерного времени и получать следующие документы. Поэтому вопрос. В Гомеле на этот вопрос, к сожалению, не ответили. Вот, давайте посмотрим, как вы. Почему подход номер 2 лучше, чем подход номер 1? Вот. То есть мы сначала в первом подходе мы из документа достаем resume токен, из ChangeStream документа именно. А во втором подходе мы, в общем-то, зная кластерное время, можем продолжить из оплога. Почему подход номер 2 лучше, чем подход номер 1? Как думаете? Пожалуйста. Токены, режим токены? Ну, это бы как бы, я не знаю, мне кажется, тогда вопросы к Монге можно было бы задавать. Типа, почему вы делаете одинаковые режим токены для разных операций? Ну, то есть я думаю, это довольно легко сделать уникальный айдишник для каждой операции. Нет. Нет, давайте дам подсказку. Это связано, в общем-то, с тем случаем, когда мы получаем первый документ. В общем-то, дело в том, что мы можем кластерное время узнать в любой момент. То есть мы можем до того, как мы создали ChangeStream, узнать кластерное время, отправить любой запрос, на любой запрос нам придет кластерное время. И при помощи этого кластерного времени создать режим токен. Для того, чтобы в первом случае нам нужно получить один успешный ChangeStream документ. То есть если упадет ChangeStream в тот момент, когда мы еще не получили ни одного успешного документа, то мы не получим эту ID-шку, и нам неоткуда будет продолжать. Вот. А во втором случае мы можем, в общем-то, в любой момент, даже не получая ни один документ, мы можем продолжить из точки в истории. Вот. То есть это довольно редко случается, но при этом, если у нас не будет ID-шки, то мы, грубо говоря, потеряли с какой точки читать. Вот. Также с точки зрения шарда происходят разные проблемы. Например, бывает падение каких-то нод. Падает primary нода, в общем-то. Если правило про majority работает для secondary нод. То есть если у нас происходит падение primary ноды, то мы вообще не можем записать документ на шарду, потому что документ сначала попадает на primary, а потом реплицируется на secondary. Вот. И в таком случае мы как бы пытаемся, change-стримы держат, в общем-то, соединение с нашими шардами, и начинается стадия election, когда мы пытаемся понять, кто будет у нас в следующем primary. Вот. То есть происходит выбор нового primary, это длится там 5, 10, 15, 20 секунд. И потом мы, как, грубо говоря, конечные пользователи change-стримов, всей вот этой вот штуки, которые происходят под капотом Монги, мы не интересуемся про это. У нас висят change-стримы 5, 10, 15 секунд. Как только все вот это состояние возвращается, у нас есть новый primary, мы, в общем-то, пересоздаем соединение с курсором и можем продолжать работать. Это происходит автоматически. То есть, когда мы висим на .next, когда все вот эти операции произойдут, мы, в общем-то, продолжим с ними работать. Никаких там socket timeout exception у нас не будет. Вот. И, в общем-то, последняя фича, которую нам предлагает Mongo, это то, что мы можем получать только нужные нам изменения. Мы можем передавать документы в курсор, точнее, фильтр в курсор передавать, и к нам будут приходить, эти фильтрации будут происходить на кластере. То есть вот когда мы говорили про оплог-тейлинг, мы должны были фильтровать уже с точки зрения нашего приложения.
Тут мы можем это делать уже на уровне, грубо говоря, Монги. Мы передаем курсор, например, то, что передайте нам документы, кого там зовут Алиса. Вот. И нам будет приходить только Алиса. Вот. Если у нас есть в базе данных 100 коллекций, мы можем передать курсор, которым говорит, нам нужна коллекция 1, 2, 3 документа. Со всех остальных нам не нужны документы. И, в общем-то, к нам будут приходить только документы с 3 коллекций. И довольно важное свойство, про которое мы поговорим еще во второй части вот этого доклада, то, что мы можем убирать части документов. То есть нам, например, не все поля нужны, а только одно поле. И в таком случае мы опускаем другие поля, и к нам приходит только поле full document. Вот. Это все. То есть это то, как я примерно потратил, я не знаю, там 3-4 часа своей жизни. Я примерно почитал, понял, что это такое, начал писать свое приложение. И, в общем-то, в один прекрасный момент я понял, что ко мне пришел кастомер и сказал, что ага, у нас есть классная такая фича ChangeStream, мы используем оплок-тейлинг, а мы использовали оплок-тейлинг, потому что, в общем-то, это была там Mongo 3.4, на которой мы сидели, когда не было ChangeStream'ов. И в один прекрасный день он говорит: Игорь, классная фича, классно, что ты, в общем-то, знаешь, что это такое, а давай попробуем у нас использовать это на продакшене. В общем-то, нам нужно получить 10 тысяч документов в секунду, то есть мы должны записывать 10 тысяч документов в секунду и получать 10 тысяч документов в секунду. И, в общем-то, в этот самый момент я понял, что вот и настало время практики. Вот. И что же получилось на практике, вы узнаете после пиццы. Вот. Спасибо большое за первые 45 минут. Вот. Продолжим через 10 минут. Коллеги, пицца скоро материализуется справа от вас. Не расходитесь. Сегодня с Mongo. Да, в общем-то, я сделаю сразу уточнение по поводу, в общем, первой части. Сейчас должно быть побыстрее работать. Вот, надеюсь. По поводу вопроса про коннекшены, вот, задавали ребята про коннекшены. То есть происходит на самом деле так. Сначала документ попадает с Mongo, ну, например, запись на primary, потом документ попадает на secondary. Как только документ попал на большинство из нод, он, в общем-то, приходит acknowledgement с одной из машин, на которую он попал на primary, и именно primary отдает этот документ Mongo. Вот. То есть порядок именно такой. Вот. Давайте поговорим про то, как это получилось, в общем-то, на практике все. В один прекрасный день ко мне приходят и говорят: Игорь, у нас есть такая технология, как Debezium. Это, в общем-то, та самая штука про block-tailing, которую я вам рассказывал в самом начале. То есть до Mongo 3.6 именно были технологии, которые уже были написаны, и они делали этот самый block-tailing. Вот. Появилась Mongo 3.6, мне говорят 3 очка, все выглядит просто, давай попробуем это сделать. Нужно написать примерно то, что ты нам показывал, и все должно работать хорошо. Я говорю, ну, как бы без проблем, давайте попробуем адаптировать под наш случай. Мне сразу сказали, что как бы мы должны записывать 10 тысяч документов в секунду, и 10 тысяч документов в секунду change-стримы должны отдавать. Вот, то есть performance requirements были такие. Я написал примерно то же самое, что вот вы увидели в первой части, очень быстро, то есть курсор. Ну да, кто-то не увидел, окей. Только я увидел. И, в общем-то, мы создаем ChangeStream, там 10 строчек. И как это работает? Мы, в общем-то, написали такое приложение, померили, и получилось 2000 документов в секунду. То есть мы записываем 10 тысяч документов в секунду, а ChangeStream отдают 2000 документов в секунду. Ну, я как-то начал думать, как вообще это можно скейлить, вот это самое решение там, в 20 строк, как можно получить лучший перформанс. Варианты, которые сразу мне пришли в голову. Попробовать сделать scale-out. То есть мы, грубо говоря, увеличиваем количество шардов. Было 3 шарда, сделаем 4 шарда, все станет работать быстрее. Ну, выглядит как, в общем-то, вполне такой логичный вариант. Сделать scale-in. Попробовать не количественно, а качественно улучшить ноды. То есть
Мы, например, было у нас 3 шарда и остается, но поднимается ЦПУ, поднимается память, там поднимается нетворкинг. Вот. Вариант номер 3. Попробовать улучшить наше все-таки ChangeStream приложение с точки зрения машины, на которой она запускается. То есть лучше машина, мы должны быстрее это все должно раниться и быстрее работать. Ну и самый последний уже вариант — попробовать оптимизировать код. Такой вариант тоже есть. Сначала тратим деньги кастомера, потом подключаем голову. Сразу вопрос. Есть у нас кластер 2 шарда, 3 шарда и 4 шарда. То есть вот у нас кластер, который по центру с 3 шардами. Как думаете, какой кластер должен работать быстрее? Хором? 4. Ну да, ответ довольно как бы логичный. Начали мерить перформанс. На 2 шардах мы, в общем-то, сначала запустили на 2 шардах все это. Было 2000 на начальном перформанс-тестировании. Потом мы, в общем-то, подняли до 3000, стало 3000. И на 4 сколько? 2? Не так все плохо, 2990. Вот. 2990. И мы как бы начали думать, а в чем вообще проблема такого поведения? Почему? И почему, например, с 2 до 3 все-таки перформанс поднялся, а с 3 до 4 перформанс не поднялся? И мы, в общем-то, начали мониторить состояние в кластере. И мы поняли, что просто кластер с 2 шардами не справлялся с нагрузкой, не справлялся с 10 тысячами записей и с оверхедом на change-стримы. То есть у нас есть, когда мы записываем, определенное количество там ресурсов тратится, и определенные ресурсы на change-стримы тратятся. Вот. И, соответственно, ответ на вопрос, а сколько нужно нам шардов, он такой, именно для change-стримов. Минимальное количество шардов, чтобы обработать вашу загрузку. То есть, условно говоря, если у вас 90% нагрузки, то явно шардов вам не хватает. Если у вас нагрузки там 10%, то явно шардов многовато у вас. По нашим где-то примерно от 30 до 60%, если у вас нагрузка, то, в общем-то, вы в правильном диапазоне. При этом, если вы в этом диапазоне и добавите еще один шард, то увеличится вот этот самый оверхед на коммуникацию MongoS и всех шардов. То есть для того, чтобы упорядочить документы, MongoS получает документы из каждого из шардов. То есть он должен сделать query и, грубо говоря, понять, есть ли у нас новый документ. Документ на каждый из нод. Если есть более старый документ, то отдать этот более старый документ. Если более старого документа нет, то мы, в общем-то, отдаем документ. Поэтому, если так упрощенно говорить, то тут мы кверим 3 primary, а тут 4. И поэтому небольшой overhead получается. Вот. Поэтому ответ — минимальное количество нод. И как бы мы уже получаем такое не совсем скелящееся решение. То есть у нас есть чтение, мы можем скелить в Mongo, добавлять шарды, перформанс улучшается. Для записей то же самое. Для change-стримов мы поняли, что это не работает. Когда мы говорим, в общем-то, про мониторинг всего кластера, мы должны понимать, что вообще мониторить. С точки зрения датанод, все просто. CPU, networking, memory disk. И разные параметры вот у этих, подпараметры у этих параметров. У нас были, в общем-то, настроены мониторинг, Datadog мониторинг. То есть абсолютно все 9 шардов, все 9 машин, MongoS, там еще в Mongo есть конфиг-серверы. У нас было там 30-40 параметров, которые мы получали. И, в общем-то, мы запускали нагрузку, запускали change-стримы и смотрели, какая вообще нагрузка происходит. Когда мы говорим про CPU в Mongo, то, в общем-то, любая операция, она отъедает определенное количество CPU. То есть сделали чтение, исполнился какой-то там C++ код, CPU поднялся. Сделали запись, исполнился код, CPU поднялся. Нужно смотреть, чтобы от 30 примерно до 60% было CPU. Вот. С нетворкингом, в общем-то, есть input и output нетворкинг, и нужно у каждой машины есть свое ограничение на input и на output нетворкинг. Если мы не можем, в общем-то, выйти за эти границы. Если мы выйти не можем, мы упираемся в потолок, мы пишем, записи идут медленно. Все. Поэтому мы помониторили не с точки зрения CPU после скейлинга, ни по нетворкингу проблем не было. Вот. А с точки зрения памяти, в общем-то, память оперативно играет особую роль в MongoDB.
есть даже такое негласное правило, что весь датасет, который вы там пишете, читаете, он должен вмещаться в оперативную память. Потому что запрос в оперативную память, он идет гораздо быстрее, чем из диска. Причем это в десятки раз разница. То есть если документ есть в памяти, сначала запрос идет на чтение документа из памяти, если его там нету, то он идет на чтение из диска. Вот. Поэтому в идеале, когда у вас use case с многими чтениями, ваш датасет должен вмещаться в оперативную память. Но у нас use case чуть другой был. У нас, в общем-то, происходит на каждую запись происходит отдача этого документа в ChangeStream, и больше ничего с этим документом не делается. И в таком случае начинаются проблемы с диском. То есть мы, грубо говоря, кверим данные с диска, потому что каждый раз, когда мы читаем данные, увеличивается шанс их на попадание в ЦПУ, то есть обычный кэш такой. В данном случае мы записываем, и чтение происходит с диска. И действительно, когда мы подключили мониторинг на диск, мы поняли, что у нас какая-то нереальная нагрузка на диск, и нам нужно менять диски. То есть мы можем там поднять, конечно, еще много шардов, но лучше улучшить диск. Вот. Мы улучшили диски, и действительно у нас была большая утилизация, там в районе 95%, и запрос на чтение следующего документа из диска занимал слишком много времени. Вот. Мы, в общем-то, поменяли диски. В Амазоне это, в общем-то, делать довольно просто, потому что они удаленные, и получили лучший перформанс. И с точки зрения роутера у нас есть тоже CPU, нетворкинг и memory. Особую роль играет нетворкинг, потому что есть определенный оверхед на нетворкинг по взаимодействию с нодами. И, в общем-то, когда мы улучшили нетворкинг на роутере, то есть подняли просто машину количественно, и улучшили диски на машине, на шардах, мы, в общем-то, получили перформанс в 5000. То есть сначала было 2, потом 3, потом стало 5. Как бы двигаемся вроде как в правильном направлении. И варианты как бы уже по чуть-чуть на исходе, но мы еще только на 5000. И начали смотреть дальше. По умолчанию природа change-стримов такова, что мы, в общем-то, последовательно вычитываем данные. То есть сначала получаем документ, потом делаем трансформации какие-то, сохраняем там режим токены, потом просим следующий документ, делаем трансформации и так раз за разом. И на самом деле все это можно ускорить вот через такую вот штуку, многопоточность. Она как бы логически не совсем очевидно, как можно это ускорить, но можно просто сделать так. У нас есть один поток, который с максимальной скоростью вычитывает документы друг за другом и складывает раз за разом эти документы в очередь. То есть этот поток вычитывает с максимальной возможной скоростью, которая готова отдавать Mongo. Если у нас тоже был настроен мониторинг на машину, машина показывала, что все хорошо по ресурсам у вас. То есть у нас есть поток, который вычитывает с максимальной скоростью. На машине все хорошо. И он ложит эти все документы в очередь какую-то общую. И у нас есть N потоков, которые делают эти самые трансформации параллельно. Где должно быть количество как бы потоков, которые делают трансформации быстрее, чем он вычитывает эти документы. Тогда мы как бы логически, что мы читаем с максимальной возможной скоростью с точки зрения кода. Вот. То есть тот код, который я показывал в первой части, он был такой однопоточный. На продакшене мы сделали код многопоточным, и стало все работать гораздо быстрее. Стало 7000 документов в секунду. Вот. То есть мы все 4 варианта посмотрели, даже дошли до варианта оптимизировать код. Он нам помог, кто бы сомневался. Вот. И мы получили 7000 документов в секунду. Уже не тречка. Мы уже потратили где-то месяц. Не только я, но там еще и другие люди начали подключаться. Количество ресурсов как бы и на кластере, и на машине, и код вроде оптимизирован. А что делать вообще дальше? Вот. То есть прошел уже где-то месяц вместо там нескольких дней. И, в общем-то, мы начали думать, а что дальше вообще? Нам нужно 10, а у нас только 7 есть. Дальше мы поняли, что на самом деле размер документа влияет на перформанс change-стримов. То есть, чем больше документ, тем медленнее он записывается, и тем вот этот оверхед на отдачу change-стримами больше. Вот. И также мы поняли, что сложные документы, они влияют на перформанс change-стримов тоже очень плохо.
То есть у нас есть 1 килобайтный документ и, например, 5-килобайтный документ. Change-стримы будут, естественно, 1-килобайтный документ обрабатывать лучше, чем 5-килобайтный. Вот. И есть сложность документа понятия. То есть у нас есть 2 5-килобайтных документа, но в одном документе, например, 3 поля, а во втором есть массивы, есть большая вложенность, и тогда эти 5-килобайтные сложные документы еще медленнее начинают работать. И у нас есть определенный датасет, который мы должны прогонять. То есть мы совершаем на 5 терабайтах данных 10 тысяч документов в секунду запись, мы не можем этот датасет менять. И получаем, датасет менять мы не можем. Как это можно оптимизировать? Мы придумали 2 варианта, и сейчас я назову эти 2 варианта. В Гомеле, в общем-то, смогли назвать правильный вариант. Надеюсь, вы тоже сможете правильный. В общем-то, я после 2 вариантов спрошу вас, какой же вариант правильный? Вариант номер 1. Попробовать все-таки распараллелить еще change-стримы. Условно говоря, попробовать добавить в каждый документ какое-то искусственное поле, которое, например, заканчивается либо на единичку, либо на двоечку, либо на троечку. И у нас будет 3 change-stream приложения. Один будет получать на единичку документы, второй на двоечку, второй на троечку. Вот такой интересный скейлинг. Через единичку, двоечку и троечку. Это можно сделать, в общем-то, через фильтры. То есть мы, грубо говоря, фильтруем, получаем курсор на первом документе, получаем одну на единичку, второй на двоечку, третий на троечку. 3 приложения. Вариант номер 1. Вариант номер 2. Попробовать это как-то раскейлить по-другому. А что если попробовать передавать не весь документ, а только ID этого документа? То есть при помощи фильтров, про которые я вам говорил тоже в первой части, мы можем передавать только ID. Мы записываем весь документ, передается только ID, и change-stream сохраняет этот ID в кавку. То есть такую определенную мессенджевую систему, из которой мы можем параллельно по этим ID-шкам вычитывать документы в кавке. То есть и чтение в Mongo скейлится линейно. Это перформанс-тесты поэтому были, все это знают. Вот. И действительно, мы попробовали этот вариант, посмотрели на перформанс, посмотрели на этот вариант, на перформанс. И как вы думаете, какой вариант выиграл? Правильно, второй. Я не знаю почему, но все на этот вопрос отвечают правильно. Возможно, я что-то не так рассказываю. Нужно на следующий раз постараться будет. Естественно, и интернет еще починить. Тоже будет отлично. Мы, в общем-то, сделали... Нет, еще рано. Вот. И да, вы уже некоторые посмотрели, то что мы начали читать 9000 документов в секунду. Вот цель уже близка, вот. Но варианты уже закончились. Мы начали думать, а что же еще дальше? Как доползти все-таки до этих 10 тысяч? И начали смотреть другие варианты. А что если попробовать подтюнить конфигурации MongoDB? То есть в Kafka это работает, мы пробовали, в Elasticsearch это работает, мы пробовали. А что если в Mongo сделать? И, в общем-то, потратили мы где-то месяц на изучение сотен всяких параметров, всяких EPAM-экспертов, кого там только не было. И ни один параметр даже на 500 документов в секунду не поднял наш перформанс. Поэтому есть такое правило, что если Mongo, вы ее адаптируете как-то под себя, и она должна работать хорошо. Если вы начинаете, так как помягче сказать, тратить много времени на это, то лучше не нужно. Скорее всего, MongoDB для этого не подходит. Вот. И мы, кастомер начинает волноваться, мы уже 3-й месяц волнуемся, нам нужно 10 тысяч. Мы начали другие варианты смотреть. Пробовали синхронный и асинхронный Java драйвер. Как было 9 тысяч, так 8990 и осталось. Попробовали имплементации на других языках. То есть у нас уже люди по приколу приходили на работу, пробовал на Python человек писать, на JavaScript, в обед уходил, потом домой сразу. Вот. То есть он такой, да. И потом он ушел тоже с проекта. Вот. Интересная у него задача была. Он на Python написал, на JavaScript, на Java по-другому, потом, по-моему, на C# даже пробовал. Есть вариант интересный вариант, который нам предложили, попробовать задеплоить change-stream приложения на роутер. То есть поднять очень большую машину роутера. Игорь, есть вопрос? Пожалуйста. А вообще, когда это приложение
не выдавало нужного перформанса в 10 тысяч. Почему мы раньше не задумались об этом? Нет, вопрос в том, ну, было ли по метрикам понятно, в какой именно части приложения bottleneck? Да, то есть мы много чего делали. Переписываем вот клиент, но непонятно, есть ли там какой-то bottleneck или нет. То есть там CPU зашкаливает, не знаю, или просто к нему не долетает что-то. То есть... А bottleneck с какой точки зрения? То есть тут много bottleneckов потенциальных. Ну, просто какие-то метрики должны же показывать, что где-то кто-то не успевает. Были эти метрики где-нибудь? Да, метрики были, как я говорю, у нас был Datadog дашборд, который на каждой из машин, во-первых, в кластере, то есть где может быть bottleneck? Сначала в кластере. У нас на каждую из машин, на конфиг-серверы, на датаноды, на роутер был настроен мониторинг в районе 40 параметров, CPU, диск, нетворкинг, все, и какие-то даже внутренние метрики MongoDB. Показывали, ботлнеков нету. Показывали другим людям, может быть, мы как-то не так на них смотрим, ботлнеков нету. Ну где? Не кластер, тогда код. Код мы улучшили, посмотрели, попрофайлили, как это вообще все через Visual Van, там, через другие профайлеры, как это вообще все себя ведет. Там. 90% времени мы ждем на отдаче следующего документа. То есть, то есть получается, что документы не прилетают с нужной скоростью? Документы не прилетают с нужной скоростью, да. И как бы мы были только что в кластере, кластер нам сказал, все хорошо. То есть как в больнице, там все хорошо, пойдите в другой кабинет. Вот. Ну, по крайней мере, в Гомеле так как бы в государственных поликлиниках, да и тут ничего не поменялось. Туда, назад, проблемы ни там нету, и мы начали придумывать всякие хаки, вот типа с вычитыванием по ID-шке. Вот у меня еще такой небольшой вопрос, вот там было про то, что меняли диски для того, чтобы снизить, ну, как бы видно было, что есть bottleneck в дисках, поменяли диски на более мощные, вот не совсем понятно, почему невозможно было эти месседжи, эти чейнджи читать прямо из памяти. Нужно было идти именно на диск. Они же, по идее, вот чейнджи, у них такая натура, что они как бы прилетают, и как бы changelog, по идее, должен сразу хотеть их прочитать дальше. То есть они, получается, должны быть в памяти, но почему-то ходил на диск. Нет. Запись сначала по умолчанию идет в диск, и есть, в общем-то, storage engine у MongoDB White Tiger, и мы не можем контролировать это поведение, то есть как документ попадает в кэш. И в кэш он попадает, как мы посмотрели, в общем-то, с чтением. То есть если мы читаем документ, например, и, соответственно, он попадает в кэш для того, чтобы следующее чтение этого документа происходили из памяти. Вот. И мы не можем на этот кэш, в общем-то, как-то влиять. Поэтому некоторые в Монге даже, грубо говоря, деплоят отдельные кэши, из которых именно из кэша читают, которые они полностью могут контролировать, там типа Redis или какие-то другие кэши. Вот. Понятно, спасибо большое. Так, пожалуйста. Ты имеешь в виду приложения, которые пишут? Которые читает. Да, конечно. То есть вы его горизонтально масштабировали? Конечно, мы именно для этого и поднимали, чтобы можно было скейлить чтение. А экземпляров MongoDB сколько было? Мы сначала один, да, но потом мы начали, мы поняли, что по нетворкингу могут быть проблемы, и мы сначала подняли просто побольше машину, а потом решили поднять разное количество машин, чтобы одни и те же роутеры, грубо говоря, половина запросов идет сюда, половина сюда, нетворкинг сокращается наполовину. То есть из-под капота такой функциональности нормально нету у Монги, но мы, в общем-то, добавили то, что часть приложений пишет сюда, часть сюда. Да, нетворкинг стал меньше, но, в общем-то, нет, это не помогло. То есть не в нетворкинге на MongoDB была проблема. Спасибо. И мы, один из вариантов, который мы попробовали, это, в общем-то, задеплоить роутер на приложение. Так, нет, приложение на роутер. Вот. То есть, как бы, суть в том, что change-стримы, грубо говоря, будут находиться рядом под боком у нашего роутера, который будет отдавать эти документы, и попробовать вот так вот. Должно быть быстрее. Попробовали, на самом деле нет, не быстрее. Попробовали разные типы дисков. А что если попробовать, например, у Amazon есть такой интересный тип дисков, который при перезагрузке стирает все данные. То есть если вы выключаете машину, поднимаете, и никаких там данных не остается. То есть суть в том, что как бы эти диски очень быстрые, мы на них записываем, если происходит падение, то у нас есть secondary, мы из secondary получаем, синхронизируем и получаем новые, эти же самые данные. Вот.
тоже не помогло. Диски быстрые, там утилизация типа 1% диска, но при этом все медленно работает. Хорошее шардирование, то есть когда нужно в идеале, чтобы все, грубо говоря, 3 шарда, треть документов попадала на один, треть на второй, треть на третий. И мы посмотрели хэш-шардирование, все ровно, как бы нагрузка равномерная, и по метрикам, и по количеству записей ничего не помогает. Вот. И даже попробовали, грубо говоря, нам нужно было потенциально сделать несколько, грубо говоря, change-стримов. То есть сначала мы попробовали с одним change-стримом, а что вообще, если, например, нам нужно 2, 3, 4 change-стрима делать? И был даже вариант, грубо говоря, поднимать отдельный кластер на каждый change-стрим. То есть кастомер, когда услышал про такой, в общем-то, вариант, то он как бы начал вообще думать, а нужна ли нам Mongo. И прошло 5 месяцев, и мы как бы поняли, что варианты закончились. Дошло уже до того, что мы на каждый change-стрим хотим свой кластер, который там по $1000 в наносекунду у нас отъедает. И мы, в общем-то, начали думать, а что делать вообще дальше. Вот. Ну, в общем-то, все видно, вы все видите сами. Прошло уже где-то месяцев 5. Не 3 очка, не 30, а там 330. То есть примерно вот последние 30 минут, которые прошли, это прошло на самом деле полгода всякой работы разной, где там буквально десятки людей работали, всякие там эксперты, кого там и EPAM, и не EPAM привлекали. И что делать дальше? Придумал я такую себе старю. А что если попробовать связаться с MongoDB и вообще как бы пообщаться, а что они думают насчет своего сервиса, насчет change-стримов? И я как бы прямого контакта не имею там с точки зрения бизнеса на Mongo. Думаю, дай-ка я вообще посмотрю, кто коммитает в GitHub, кто эти change-стримы пишет, мы с ними пообщаемся. Нашел в Твиттере человека и, в общем-то, написал ему: «Привет, Рафаэль, у меня есть вопрос. В общем-то, где я могу с тобой связаться?» Вот. У кого-то, видимо, тоже еще были проблемы с change-стримами, он даже лайкнул мою запись. Вот. Но ответа я никакого не дождался. Вот. Отправили там меня куда-то в Google Group, и типа там тебе помогут. Я понял, короче. Вот. И то есть я посоветовал, сразу говорю, давайте с точки зрения бизнеса попробуем связаться. Есть такая крупная организация, американская библиотека, есть MongoDB, мы как-то выйдем, пообщаемся и решим этот вопрос. На что, в общем-то, так и сделали, связались. MongoDB сказала: хорошо, вы нам платите $50 000, а мы, в общем-то, вызываем своего, людей, которые пишут эти change-стримы, и мы, в общем-то, скажем вообще, то, что вы хотите, можно такого достичь вообще или нет. Вот. И на этот момент мы еще сильнее подумали, нужно ли с change-стримами вообще продолжать работать или нет. Вот. И, как ни странно, но мы не стали платить эти $50 000 и сказали, что уже хватит. Вот. Если вкратце подводить итоги, что же за все это время произошло, мы, в общем-то, потратили где-то 1000 человека часов, то есть и там тот человек, который писал на Python, на JavaScript, и я там, и мы профайлили, и перформанс-тестирование делали, и DevOps, и что только не делали. Вот. В общем-то, засомневались в своей профессиональности. Вот. Я, правда, засомневался еще после вопросов, какой шард отдает документ, вот, но мы этот вопрос вроде как решили. И перешли на Kafka. То есть мы теперь... Был вариант, когда мы передаем сначала все документы через Kafka. То есть мы записываем в Mongo, у нас есть persistent storage в Mongo, но при этом мы отдаем весь документ в Kafka. И, в общем-то, мы тоже... Kafka скейлится. Мы даже решили попробовать, у нас был человек, который попробовал написать именно передачу всего целого документа через Kafka. Вот, то есть там даже дошло до того, что мы били там мегабайтные документы на 10-килобайтные документы, потом объединяли их. Короче, мы перешли на то, что мы потом читаем просто документы ID-шку, вот как мы сделали с Mongo. Закидываем ID-шку и читаем потом по этой ID-шке из Mongo. Вот. И все стало работать гораздо лучше. Пожалуйста.
мы с коллегой обсуждаем, и все выглядит так, как будто вы упираетесь в нетворкинг. Вы сделали несколько оптимизаций по уменьшению размера документа, и у вас стало все работать быстрее. То есть это не change-стримы не могли отдавать вам данные, а вы не могли их вычитывать с этой скоростью. То есть они, условно говоря, мне просто вот вопрос в связи с этим. А как вы поняли, что вот вы в какой-то момент поменяли диски, у вас это улучшило перформанс, то есть какой-то нетворкинг поднялся? А как вы поняли, что у вас bottleneck не в нетворке? То есть вы какие-то графы смотрели? Да. То есть, они вас показывали там, условно, вы знали, где предел, и вы знали, что это точно не предел? Дело в том, что, смотри, у нас, Amazon, когда берешь каждый тип инстансов, он, в общем-то, гарантирует. Мы можем получать столько-то input и output нетворкинга, там, например, до 10 гигабайт в секунду. Мы смотрим, у нас там 1 гигабайт в секунду, а не 10 гигабайтов в секунду. Причем на каждой из машин. И как бы нет. И причем проблема в том, что там говорится up to, то есть не 10 гигабайт в секунду, а до 10 гигабайт в секунду. Может, это я не знаю, 100 килобайт. Но проблема в том, что эти цифры, они были одинаковые. 9000, и, грубо говоря, каждый раз, когда мы запускали, мы получали эти 9, 9100, 9300, 8700, но там не 10, которые нам нужны. Вот. Поэтому мы это смотрели, и людей, и скейлили, как вы говорите, роутеры, и шарды, и нет, не получилось. Вот. И, в общем-то, потратили $60 тысяч на разные кластеры и деплойменты. Вот. То есть за полгода это сколько получается? По $10 тысяч в месяц. Вот. Кастомер, в общем-то, был немножко недоволен. Вот. Если подводить итоги, что же вообще такое change-стримы и зачем они нам нужны, напрашивается сразу парочку use cases, зачем они нам нужны. В первую очередь это, например, кэшинг. То есть мы, грубо говоря, записываем документы, у нас работают change-стримы, они скидывают документы в сторонний кэш, и мы можем из этого кэша, который мы можем контролировать, читать документы. То есть такое типа кэш in front of database. Вполне себе подойдет. Если мы будем работать медленно, чуть-чуть будет проседание, но это не будет критично. Соответственно, механизм нотификации, то есть, например, происходит какое-то удаление документов, которое происходит нечасто, и мы можем использовать change-стримы для вот этого. Когда нам не нужен какой-то перформанс, нам нужны нотификации просто. Disaster Recovery и Selective Replication — это, в общем-то, очень два подобных use cases, когда нам нужно хранить только важные данные. То есть нам нужно брать снапшоты машины, например, каждый день, и сохранять это куда-то. Но нам нужно не все данные, а только нужные данные. И вот change-стримы позволяют это делать. То есть мы можем это делать с задержкой, но при этом снапшоты эти будут сохраняться. Вот. Поэтому такой disaster recovery, selective replication и, в общем-то, на самом деле, другие use cases вы сами можете придумать для вашего конкретного случая, если вы используете Mongo, либо будете использовать. Вот. Но мы также поняли, самое главное, что эта штука не полностью скейлится. Вот. То есть это, когда вам нужен перформанс, это, в общем-то, потенциальный bottleneck, с которым вам либо придется мириться, либо, в общем-то, надеюсь, не тратить следующие полгода своей жизни после этого доклада. Вот. И, в общем-то, у меня все. Я не знаю, зачем этот слайд вообще. Меня попросили его вставить, а вот этот последний слайд. Вот. Спасибо большое. Извиняюсь, что в первой половине так было. Вот. Если хотите связаться со мной, есть LinkedIn. Вот. Спасибо большое. Вопросы какие-то, если есть. Спасибо за интересный доклад, во-первых. Вопрос, а нельзя ли... Откуда вы говорят, я не могу понять. Здесь. Хорошо. Нельзя ли как-то в change-стримах избавиться от вот этого условия на majority? Да. То есть, допустим, оно нам не так важно, мы там окей с возможными последствиями, и, наверное, это тоже может их ускорить как-то, снять какую-то часть bottleneck. Да, можно, причем это появилась возможность буквально 2 недели назад. То есть вышла Mongo 4.2, мы можем передавать no majority именно не change-стримам, а всему Mongo деплойменту. Грубо говоря, мы не будем брать эти majority снапшоты для каждой операции. Мы будем передавать просто, как только документ станет, как было в самом начальном слайде, по документ C. Вот. И это
оно уберет лишнее latency. Оно не решит проблему со throughput. Latency, то есть у нас есть задержка перед нотификацией. Сначала документ должен попасть на primary, потом на secondary. Теперь не будет этого latency до secondary, но нет, не поможет это. Вот. Ну, я думаю, вы не будете уже предлагать кастомеру проэкспериментировать, да? Ну, может и будут, но не Спасибо за я, ответ. потому что я в казино работаю. Не трогайте меня. Такой вопрос. Вот, как я понимаю, в change-стримах все-таки не сами документы лежат, а операции, которые над базой проводятся. То есть в оплоге лежат вообще не документы, а операции, да? В оплоге хранится определенная информация, в том числе и документ. Там даже не документ, а, как сказать, идемпотентная операция. То есть нам нужно применить, там, добавить поле. То есть если мы добавили одно поле, там будет храниться только одно поле, а не 100 других полей. Ну да. То есть Вот. если это апдейт, например, и мы какому-то полю, ну не знаю, прайсу товара дописываем плюс $100, Мгм. то у нас в оплог пойдет вот Да. этот апдейт, Да, field только плюс апдейт. $100, Да. да. А в change-stream у нас что пойдет? Один документ с этим Да, я понял. апдейтом или все проапдейтены документы? Мы можем это коллекции? выбирать. Мы это можем выбирать. Мы можем придавать флаг типа full document, не full document. Это одна из опций. Если не full document, то нам будут приходить вот эти вот самые дельты. Ну, то есть, как ты говоришь, в общем-то, изменение поля. А если full document, то все еще и там 99 других полей. Но при этом есть тоже одна такая фича интересная, что, например, full document, он неконсистентный. То есть, условно говоря, если мы на одном документе сделали две операции, два апдейта, например, и именно после этих двух операций к нам вернется change-stream документ, то есть, понимаешь, сначала запись, и потом change-stream документ отработал. То есть мы сделали две быстрые записи, два быстрых апдейта, то поле full document, точнее, вот эта дельта придет правильная, то есть один раз мы апдейтнули второе поле, второй раз другое, а full document придет два раза одинаковый, то есть после двух вот этих операций. То есть это неконсистентная штука, но мы можем и так делать, вот, как хотим. Ну, то есть, если у меня большое количество каких-то апдейтов, которые затрагивают большое количество документов, и я заинтересован именно в full document, то мне change-стримы, вообще говоря, не подходят. Ну, ты смотри, ты как бы по большому счету ты можешь получать это изменение сам. Ты можешь брать начальную запись и потом апдейт, и уже с точки зрения change-стримов применять этот апдейт. Вот. Такой вариант тоже есть. То есть тут зависит, нужна вам эта консистентность или нет. Но получается, в вашем кейсе такого не было, то есть у вас были инсерты. Да. вход То есть у нас, грубо говоря, было 1000 уникальных инсертов, 1000 чтений из change-стримов. Вот. И поэтому, да, это не проблема. Но я думаю, это не самое страшное, что есть у change-стримов. Окей, спасибо. Ну, а второй вопрос, ну, такой больше на понимание для меня. А зачем вообще change-стримы были-то нужны? У нас? Ну вот зачем их заказчик предложил? Просто потому что они есть и их можно использовать? У нас был Debezium, оплог тейлинг, все дела. То есть вот этот код на оплог тейлинг уже написан, вы его просто как либо подтягиваете, и вам ничего руками писать не надо. И 10 тысяч документов на выхлоп у вас тоже есть. Зачем что-то менять? То есть, та штука называлась Debezium. В чем вопрос? Вопрос в том, зачем вообще пробовать. Ну, то есть POC попробовали, на какой-то таймбокс там потратили, спринт, да. Зачем дальше пытаться? Это было как-то критично? Был какой-то конкретный кейс? У нас Debezium тоже работал не идеально, на самом деле. То есть я не про Debezium, не про Blocktail рассказывал. Он тоже работал не идеально. Это было стороннее решение там от Oracle. И там постоянно out of memory случались. То есть это была тоже ненадежная штука. И проблема в том, что мы начали мерить перформанс с того момента, как мы начали адаптировать change-стримы. Мы перешли на change-стримы. То есть до этого было тоже где-то там 2000 документов. Мы перешли на change-стримы, там тоже стало 2000 документов, но при этом 3 строчки кода. И мы уже с change-стримами начали скелиться до 10 тысяч. Вот. Как-то так. Я не знаю, было бы с Debezium 10 тысяч или нет. Было бы забавно, если бы мы не перешли и получилось 10 тысяч. Но кастомер, в общем-то, попросил вот именно давайте перейдем. Это уже встроенная фича в MongoDB. Было бы очевидно, если она работает лучше, чем сторонний софт. И проблема в том, что Debezium, он это делает с точки зрения приложений. То есть там еще лишний нетворкинг появляется. То есть мы не только внутри кластера, но еще делаем это снаружи кластера. Поэтому, скорее всего, там бы тоже были проблемы. А с Kafka сейчас проблем нет? Когда кто-то предложил почему-то тупую идею скидывать весь целый документ в Kafka, проблемы были. И все посчитали, что у нас документы достаточно маленькие, 1 мегабайт всего лишь. Хотя это не особо маленькие
Вот. И потом, когда мы перешли на ID-шник, то нет, проблем не было. То есть мы скидываем, мы можем теперь скейлиться именно линейно, и, в общем-то, все в порядке. И скейлить чтение из Монги. Ну, чтение работает из Монги. Вот. Окей, спасибо. Еще какие-то вопросы?